Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Василий Вакаров на связи прямо сейчас. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Александр, здравствуйте, добрый день всем. Ну, слушайте, съездил Зеленский в Америку, Грэма Мгм. похоронили, с Нетаньяху пересекся, с Трампом очень хороший разговор. И Трамп говорит хороший, и Зеленский говорит хороший. Потрясающе все просто, замечательно. Эксиос выходит с материалом сегодня по итогам этой встречи, что Зеленский рассказал изданию, что он попросил там 300 патриотов, зарядов для патриота, и вообще такую зимнюю поддержку. Почему? Потому что россияне будут уничтожать электростанции, будет гуманитарная катастрофа. Ну, то есть вот эта история про черную зиму, она продолжается и движется дальше. Но кажется, вот даже по самому характеру и настроению вчерашней встречи, ну как бы не это главное. А что? Что от нас скрыли? Как вы видите эту поездку? Насколько она была судьбоносной? Что меняет? И самый главный момент. Похороны только повод. От нас, Александр, скрыли все. Почему скрыли? Потому что никакой действительно информации объективной мы не знаем, поскольку не было картинки встречи в Белом доме, не было того самого или тех самых материалов, которые в прошлом году, вот в феврале нам показывали, спора вот этого самого в овальном кабинете, ответов, вопросов журналистов, ответов. Этого всего не было. Поэтому слухи, домыслы, цитирование Зеленского или Трампа – это единственное, что мы можем делать, поскольку ссылаться на источники можем, да. А вот что, собственно говоря, произошло, и это, кстати, описывают многие журналисты в Европе, в первую очередь, они говорят о том, что от нас скрыли всю информацию. А почему скрыли? Почему? Зачем? Значит, что-то пошло не так? Ведь действительно западные СМИ в первую очередь ранее, мы знали, мы к этому даже привыкли, да, они врут, но очень зачастую занимаются пропагандой, но хотя бы иногда нам показывают картинку, есть пресс-конференции, задаются вопросы, есть ответы, и мы можем сделать какой-то вывод. А поскольку ничего этого не было, поэтому я вот отвечаю на ваш вопрос таким образом, да, от нас все скрыли, нам ничего объективно не рассказали, и поэтому говорить, пересказывать, еще раз говорю, особенно слова Зеленского, нету смысла. Вопрос вот в чем, по существу. Да, мы знаем прекрасно, что повод был. Зеленский о нем, кстати, не единожды говорил, что вот Грэм – это тот человек, уже покойный, который вот последний раз он приезжал именно в Киев, он встречался с Зеленским даже дважды. То есть Зеленский подчеркивал вот эту вот близость Грэма к себе или свою с Грэмом. Вот видите, вот я, короче говоря, я чуть ли не тот человек, который последний видел живую Грэма. Хорошо, видел ты побывал там на этой процедуре, да, в Вашингтоне. Все это было, все это картинка. И да, Зеленский хвастается тем, что он встретился с, значит, представителями обеих палат Конгресса США, что ура, 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 вот они, значит, проголосовали уже за вот этот проект закона, да, Грэмма, который вот адские санкции должен обрушить на Россию. Значит, он это говорит. Он говорит о Грэмме, о последствиях. А вот конкретно встреча с Трампом, она по некоторым источникам была 30 минут, кто-то говорит около 40 минут, неважно. В общем, многие пишут о том, что всего Зеленский был в овальном кабинете, в здании, да, самого около часа. Да. Но Поэтому это мы даже не немного, знаем... немного, учитывая Конечно, состав делегации, да, 7 человек. да, да. Так, могло пройти просто вот «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, как у вас дела, как у вас жизнь, как ты прилетел, как долетел». Ну, еще какую-то одну тему зацепили, знаете, как Трамп. Это будет хорошо, здесь мы посмотрим, и все. А дальше, еще раз говорю, в сухом остатке, о самой встрече Зеленский говорит, что он просил. Он просил. Это значит, он... Вот я читаю ваш телеграм-канал, и вы там красиво выложили фотографию вот Зеленского с протянутой рукой и надпись «Дайте гроши». Ну, на украинском языке, я думаю, все понимают. Вот это, вы передали эту суть. Я с ней согласен. Дайте денег, дайте лицензию на Патриот. Дайте. Хорошо, может быть, дам. И, наконец,
«Украинская правда», издание, пишет о том, что, ссылаясь на Financial Times, те ссылаются на свои источники, о том, что Уитков и Кушнер якобы пообещали, что приедут скоро в Киев и Москву. Что это за проявление Виткофа и Кушнера? Знаете, это я бы назвал очередная утка про Уиткова и Кушнера. Или Кушнера и Уиткова. Очередная утка про приезд в Киев Уиткова и Кушнера. Почему очередная? Мы уже больше, я не знаю, несколько месяцев нам говорят о том, что они вот-вот приедут. Уже анонсировали приезды. Уже вот-вот, уже потом вот-вот, потом пауза, потом вот-вот. То есть вот это максимум, что можно выжать, да, что да, вопрос такой был поднят. Почему вопрос такой был поднят? Это не потому, что Зеленский прилетел, нет. Это потому, что замерли в ожидании возможных переговоров, еще раз говорю, замерли в ожидании возможных переговоров очень многие страны, очень многие участники этого процесса. И когда США говорит, что, слушайте, нам пока не до вас, мы вот разбираемся с Ираном, Трамп же говорит, вот я там сейчас, значит, еще не все обрушил, но если Иран не согласится на сделку, я обрушу всю свою силу. Я вернусь, как он говорит, и доделаю свою работу. Мосты будут уничтожены, станции, значит, то же самое, я взорву, я все поуничтожаю, я переверну все. Ну, хорошо. То есть, я имею в виду, в каком смысле хорошо? То есть, Трамп разговаривает сам с собой. Трамп говорит миру, что я еще не закончил свою работу в Иране. Он угрожает Ирану. И что? Пока он не закончит эту работу, он не собирается возвращаться, лично Трамп, к переговорам по переговорам по урегулированию проблемы на Украине, украинскому кризису, войне, как хотите назовите. Я такого от Трампа не слышал. Поэтому это такой слабый сигнал. Ну ладно, вы попросили, может быть, у этих ребят найдется время, и они приедут. Кстати, они, как-то я помню, 1,5 месяца назад, говорили, что, возможно, приедут в Россию. И закончу свой анализ на ваш вопрос. Трамп как-то, да, после переговоров, после встречи с Зеленским в Европе, говорил, что я после этого позвоню Путину. Я не слышал подтверждения переговоров, я не слышал подтверждения телефонных переговоров Трампа с Путиным. То есть зависли эти переговоры. По крайней мере, ни американская сторона, ни российская не подтверждали о том, что был телефонный звонок. Значит, Трамп поставил все на паузу. На паузе переговоры по Украине. На паузе это отдельная история переговоров между Россией и Соединенными Штатами Америки. На паузе телефонный звонок Трампа Путину. Поэтому все на паузе. Отсюда вывод. Это желание, прежде всего, Украины, и источник украинский пишет о том, что, возможно, в Киев приедут, а, возможно, не приедут. Так а что это даст? Даже если, как вы говорите всегда, по сути, если они приедут, что это даст? Что даст переговорный процесс? Да ничего он не даст. По одной простой причине. Потому что Украина, Европа, Великобритания – это отдельная тема, да? Все говорят об одном. Мы должны помочь Киеву, мы должны помочь Украине, мы должны помочь Зеленскому. Для чего? Мы должны помочь. Снова вернулась тема нанесения стратегического поражения России или просто поражения России. Это все вернулось. Поэтому тема номер один, которая мейнстримные СМИ говорят и высказывают европейские лидеры, мы должны помочь Украине победить Россию. Так, если вы помогаете победить Россию, какие переговоры могут быть? О чем? О том, чтобы Россия сдалась? Нет, это бессмысленные встречи, бессмысленные переговоры. Речь сейчас идет об одном. Эскалация конфликта. Мы это видим, мы это наблюдаем. И последнее. Знаете, вот «Игра престолов», вот этот сериал, нашумевший «Игра престолов», там одним из главных фраз была «зима близко» или «скоро придет зима». Потому что зима близко. И вот этот мем, который, я процитировал героев, не один герой в «Игре престолов» об этом говорит. Вот Зеленский эту же фразу сейчас, о ней много говорит. Он говорит о том, что зима близко.
Зима скоро. И эта зима может быть гораздо страшнее, нежели предыдущая зима. Поэтому Зеленский утверждает, если вы нам не поможете, не дадите денег, не дадите лицензий, не дадите ракет, не дадите, на Украине будет тяжелейшая ситуация, и людям невозможно будет выжить. Вот о чем говорит Зеленский. Зима близко, а мы к зиме не готовы. А давайте о людях. Мы вернемся сейчас к геополитике. Конечно, там Лавров вышел с заявлением. Вчера тоже такое, оно очень четкое, резкое, понятное. То есть, то, что тему мобилизации в России муссируют же. Да. Выходит Медведев и говорит, все это ложь и провокация. Да, и, в общем, ничего не будет. Ну, то есть, это вот, понимаете, вот это все. То есть, если там раньше говорили, а вот давайте, а вот там среди тех, кто хочет, контракт, не контракт, частично, там, а давайте по процентику мобрезерва с каждого региона России, там, а давайте как-то так. Не, тут все уже, все четко, понятно. То есть, дальше уже, ну, как бы... Опять-таки, нет, можно, конечно, сейчас скатиться в Гордоновщину, Фейгиновщину, Шейтельманевщину, понимаете, и сказать, что это он вышел, Медведев, гасить пожар, потому что там Вайлдберрис горят, шатают российское общество, да, и поэтому он соврал. Ну, можно так, конечно, препарировать эту информацию, но это вот четкий посыл. Я думаю, что Зеленский, который качал тему мобилизации в Россию, он ее тоже качал перед поездкой к Трампу. 100%. Потому что ему нужно, во-первых, он говорит, зима, вот смотри, люди страдают, дай Европа денег, дай Трамп денег, дай Патриоты. Вот смотрите, у них сейчас мобилизация, они сейчас как попрут, а у нас ни денег, ни ресурсов, ни оружия, ничего, давай дроны клепать, у меня заводик в Великобритании горит. Он говорит, то есть это все поводы для того, чтобы там, а вот по Ирану давай стрельнем, а потом будем как... с горящими пятыми точками гасить эту всю историю с иранцами, потому что все четко видят, что иранцы, ну, они-то, конечно, ну, по-разному можно к ним относиться, но они такие, они что говорят, то и делают. И даже там запустили информацию, что по порту хотели стрельнуть чем-то таким не тяжелым, но чтобы предупредить, что все серьезно, мол, Украина, давай, Каспийское море, аккуратненько. И там Сибига начал, спас мир от Украино-иранской войны. Ну, так, по крайней мере, Нью-Йорк Таймс сегодня написала. Это все понятно. Это все поводы. Но главный вопрос, так как к людям относиться? Вот эта Лора, которая сейчас куролесит там по всем интервью у всех берет, она к исполняющим обязанности Минобороны Хмаре пришла. Тому Хмаре, который я почему-то не видел в сообщении, что он должен брать и отказываться от своего воинского генеральского звания, потому что у нас министр обороны гражданский человек. Ну, посмотрим, как это. ИО, не знаю, можно, нельзя. 20 лет не было военного человека на этой позиции. И он и сказал четко и ясно. У меня 2 сына, 9 и 11 лет. Я хочу закончить войну до тех пор, пока их не призовут. Сейчас 25 лет возраст мобилизации, ну так лет 15, в принципе, можно повоевать. Поэтому черная зима, получается, не пугает. Знаете, Саша, вы такую линию провели достаточно, практически перечислили все болевые точки, но вы говорите, это поводы. Это поводы, каждый из них. Но если их суммировать, то все идет к одному. Первое. Зеленский говорит ясно, он говорит своими действиями, я хочу объединить 2 войны. Я хочу объединить войну в Иране и войну на Украине в одну общую. Это должна быть одна война. Гореть все должно от Украины до Ирана. Как эта кривая пройдет, треугольником, линия пройдет, треугольником, мне нужно объединить. Мне нужно объединить 2 войны. Это говорит Зеленский в Британии, это он говорит в Соединенных Штатах Америки, он это говорит в СМИ. Я заинтересован... С вашего позволения, не просто говорит, а делает. Я почему-то не думаю, что Ирак, не Иран, Ирак, выдумали и высосали из пальца, что у них там диверсионные группы, подчиняющиеся Украине. Да, и Украине, да. То есть он же раньше говорил о том, что я в страны Персидского залива отправлю наши отряды.
так называемые значит, передовые отряды, которые будут беспилотниками там руководить или помогать, значит, противостоять Ирану. Он же это говорил, он это делал и сделал. Удары в Каспийском море, по значит, инфраструктуре и танкеров. А удары, значит, появление группы украинских вооруженных сил в Ираке. Удары по Азовскому морю, которые раньше делала Украина. Это все удары, удары, удары. И Зеленский, когда он говорит, он делает не сам. Это же не он как сумасшедший. Это вот все страны, которые я перечислил, Европейский Союз в первую очередь, Великобритания, люди в Соединенных Штатах Америки, часть людей заинтересованы в том, чтобы взорвать к чертовой матери этот континент. Пусть воюют между собой, убивают, ослабевают, а мы вот в Соединенных Штатах Америки будем, как говорит Трамп, мы только продаем оружие, а куда оно идет, меня это не интересует. Я наживаюсь, говорит Трамп. Так вот, это делает Зеленский. Сможет ли он это сделать? Он уже это делает. Второе – люди. Или, вернее, это самое главное. Вот в России выборы на носу. Через 1,5 месяца, это уже практически там, ну, скажем, считанные дни, работает Центральная избирательная комиссия. Ну, в общем, идет подготовка к выборам. В этих выборах будут принимать люди. Когда мы говорим о людях, мы говорим о их решении, о их голосах. Это самое важное, что есть на сегодняшний день у простого человека. Он имеет право проголосовать за ту или иную политическую силу, почитать программу. То есть это в России готовится, этот процесс идет, он вот финал будет. В этих выборах будут принимать участие и миллионы бывших граждан Украины или тех граждан, которые сейчас находятся в России, и у них двойное гражданство, и российское, и украинское. То есть они еще не отказались от украинских паспортов, они будут принимать участие в выборах государственной власти Российской Федерации. Запорожской области, Херсонской области, Луганск, Донецкой области, республики. Это все миллионы, еще раз говорю, наших с вами соотечественников, они будут принимать участие в выборах. Идет война, а там фронт, там горячо, но все равно там тоже люди готовятся к выборам. И вот это кто-то впервые будет голосовать, кто-то уже во второй раз будет голосовать. Люди начинают привыкать к тому, что они живут не на территории Украины, а они живут в России. Они выбирают себе власть свою, как государственную, так и местную, потому что там будут и сенаторы, губернаторы и так далее, и так дальше. Это делает бывших украинцев согражданами россиян. То есть они чувствуют себя гражданами Российской Федерации. У них, Саша, и есть право выбора. Это самое важное, потому что по ту сторону фронта такие же украинцы, как и они, я имею в виду там соседи, да, условно говоря, в Днепропетровской области, я уже перечислил, там нет выборов. Там люди без выборов живут. Они не выбирают. Они не выбрали ни Зеленского, ни другого кого-то президента. У них власть, которая была с 2019 года, такая и остается, 7 лет, да, местная власть. Сама власть нелегитимная на Украине, но она представляет этих людей. То есть те, кто в 2019 году, чьи дети родились, им уже по 7 лет, они в школу идут. Они идут в школу, не понимая, что такое мир, не понимая, как это было в мире, что такое, потому что война. И дети идут, значит, в школу, война. У взрослых нет выбора. Они, мало того, самое важное, эти люди, которые живут на Украине, они не могут выехать. Они просто не могут переехать из одной страны в другую. Почему? Потому что им запрещено. Они живут как в концлагере. И вот здесь Запад почему-то аплодирует ударом по маркетплейсу. Почему? Ура, 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 Валберес горит. Вот этот дым показывает. Александр, я читаю интервью западных пропагандистов, особенно отличилась специалист Atlantic Council, запрещенной организации в России. Значит, она говорит, цель этих ударов сделать так, чтобы русские люди не могли купить хлеб и туалетную бумагу. То есть Зеленский бьет по мозгам России, россиян, простых людей, и забирает у них надежду, возможность купить хлеб и туалетную бумагу. Этот штамп
Но я слышал десятки раз раньше. Тут вытаскивают этого спикера, она рассказывает о том, что туалетную бумагу не могут купить, хлеб. Послушайте, я все о людях. Простые люди, которые живут на территории первой Российской Федерации, у них, знаете, ощущение того, что вот я живу в селе, а кто-то живет в городе, а кто-то живет в Москве, там, наверное, лучше. Безусловно, так и есть. Но их всех объединила вот эта технологическая компания, и не одна, Marketplace. Это не только Wildberries, это и Озон, и Яндекс, и Сбер. В России есть 4 мощнейшие компании, которые выстроили логистику, и любой человек, гражданин России, проживающий в Хабаровском крае, Перми, неважно где, или в Москве, он набирает по телефону заказ, оплачивает, и к нему к двери привозят продукты или товар, который он хочет, да, технику. Это технологическое уравнение того, что люди мыслят у себя в голове. Так мы россияне или нет? Да, мы россияне, они говорят. Классно. И когда бьют по этим цепочкам, это привычка. Ну, знаете, можно говорить о высоких идеях, можно говорить о каких-то геополитических вещах, а если мы говорим о конкретных людях, они говорят, блин, мне нравится, я привык к этому. Если человек хочет, ну, например, пойти в храм в глубинке российской, или там исповедоваться, причаститься, там, погрестить ребенка, он идет в храм, в церковь, он это делает, он получает эту услугу. Если он заболел, он идет там, в амбулаторию или поликлинику. А если он хочет заказать себе товар, он через эти, еще раз говорю, это конкуренция, это высокотехнологическая вещь, которую создали в России и конкурируют на этом рынке поставщики товаров, продуктов. Люди привыкли к этому. И вот удар по их мозгам, скорее всего, да, направлен на то, что, видите, вот вы привыкли, а мы у вас это забираем. Мы вот сила, Зеленский делает так, чтобы вы отвыкали. А зачем это делает Зеленский? А давайте вы, значит, подумаете, кто виноват в вашей такой плохой жизни? Власть. Избирайте свою власть. Ну, это понятно. И вот это вот ура-ура показы. Значит, ударили вот на днях, по-моему, уже в Рязани ударили по Wildberries. То есть выбивают эти площадки. Прошлой ночью. Да, выбивают. Цель одна. Расшатать то, что называется мозги людей, и чтобы они переизбрали себе другую власть, которая будет вести иную политику. Что происходит на самом деле? Ну, знаете, в каждом селе есть хлебный магазин, есть товары, в которых есть и эта же туалетная бумага. Не проблема купить это. Россияне не покупают то, что вот в магазине можно, вот пришел себе там, прошел 10-20 метров. Покупают совершенно другие вещи, товары, одежду и так дальше. Да? И поэтому, и как только, конечно же, у какой-то части людей в мозгах засчитается. Да, вот они будут ныть, будут говорить, пишут в социальных сетях, что вот мы привыкли и так далее, и так дальше. Но основная масса людей, ну, я многих знаю, не пишут, я читаю, они говорят, а вы нифига про нас, русских, не знаете. Ну и что? Ну хорошо, я пошел, купил себе этот продукт или откажусь на какое-то время. Ну, ничего страшного. Ведь месяц до этого выносили нефтеперерабатывающие заводы в России, да, и сейчас еще выносят. Был дефицит бензина, действительно был. Люди в очередях, рассерженные, это было. Но потихоньку ситуация исправилась. Сейчас в больших городах вообще проблем нету с этого. Компании, которые продают бензин, раньше ограничивали там по 20 литров в одни руки, там 60. Сейчас это все ограничения убраны. То есть я к чему говорю? Я не хвалю кого-то. Я говорю о том, что простые люди понимают в России проблему. И главное, когда они видят, что проблема решается, все становится на своих местах. Не расшатает Зеленским таким образом российское общество. Ну, не будет у него успеха. Так, тем более, что... Подождите, если вот вы это понимаете, например, да? Да. То вы думаете, что... Вы же не просто так делали отсылку на Atlantic Council. Вы... Конечно. Ну, это, ну как... Тут рука Запада. Некоторые говорят, что это вообще искусственный интеллект, четко выбор цели, понятно, как лететь, чтобы облетать там ПВО, чтобы попадать, чтобы... И то там это не всегда уже получается. Над тем же Wildberries появилась, по-моему, в Подмосковье, да, вот как прям над крышей этот дрон сбивают. То ли с панциря, то ли с какого-то нового, то есть есть эти видео. Ну окей.
То есть, если это Запад, ну, если вот вы понимаете, а почему на Западе не Да. понимают этого, Не ну, понимается. то есть, Не понимают. еще раз, тут же нужно четко, если это линия, которая ведется Западом, и Зеленский как исполнитель, если мы в этой Да. парадигме с вами говорим, Да. да, Да, то, конечно. ну, подождите, ну что, вообще дураки все сидят, они же не понимают, что... Вот смотрите, вы, задавая этот вопрос, определили такие опорные точки, сказали про Лаврова. Министр иностранных дел Лавров, да, он дал развернутое интервью, в котором он четко сказал, очень четко, он говорит так, в России на всех центральных федеральных каналах идет обсуждение проблемы, которая есть сейчас в России. Идет обсуждение. Это правда. То есть он сначала говорит, на всех каналах идет обсуждение. Люди могут включить телевизор и слушать, где производятся беспилотники, какие заводы в Британии, что значит, в Германии, что хотят разместить в Эстонии, что творится в Финляндии. То есть это идет обсуждение. Люди видят, что действительно то, что называется, как Лавров называет, весь цивилизованный мир, или вся Европа цивилизована, она хочет нанести поражение России. Лавров это рассказывает, ссылается на телевидение, и он говорит, это проблема, которая есть. Он жестко, четко констатировал факт, что да, Европа сплотилась, часть, Британия сплотилась, часть Соединенных Штатов Америки сплотились против России. Он это вещи называет своими именами. Он говорит, черное, черное, белое, белое. Зеленский исполнитель их воли. Это все четко, это понятно. И Запад же дальше эту тему через СМИ пропагандирует, да, вот туалетная бумага, хлеб, вот. Это единое целое. Дураки ли там? Я не хочу говорить за весь Запад, потому что, я иногда смотрю польское телевидение, французское, читаю прессу разную, греческую, да, Испания. Есть много политиков в Европе, которые говорят, мы что делаем? Мы вообще зачем это делаем? Еще раз говорю, в Германии есть очень многие. Есть политические силы, которые говорят, это неправильный курс. То есть много людей, и политиков, и даже СМИ, но не мейнстримные, которые задают себе вопрос, зачем мы это делаем? Зачем нам нужно нанести стратегическое поражение России? Ведь мы же живем не лучше, у нас экономика не такая, и так дальше. Люди в Европе шарахаются от того, что Макрон говорит, вот мы помним уроки истории, да, Германия, значит, отказалась от оружия, у них атомных станций нету, но сейчас мы, французы, да, можем, то есть Франция может помочь Германии и разместить на ее территории ядерное оружие. Дальше в Европе говорят, мы можем, страны Прибалтики приняли решение о том, что все, раньше они были безъядерными государствами, а теперь они приняли решение, что можно в Литве, Латвии, Эстонии разместить ядерное оружие. То есть вы понимаете, что эскалация идет на новый уровень. Речь идет о распространении ядерного оружия по многим странам Европы. И вот что происходит, да? Действительно, есть силы, которые приняли решение, которые дают деньги для того, чтобы эскалация конфликта вышла на новый уровень. Это, пожалуйста, можно почитать, можно услышать того же президента Макрона. Он об этом говорит, я его цитирую. И дураки ли они? Нет. Европейцы не дураки, очень много людей есть умных. Но если мы говорим про элиту, если мы говорим про Макрона, про Мерца, про нового премьер-министра Британии, который принял Зеленского, уже с ним там Ручков создоровался, да, они не то что дураки, они сумасшедшие, они выжившие из ума руководители западных стран. У них цель нанести поражение России и нанести поражение людям, которые живут в России. Вот вам ответ на ваш вопрос. Они реально сдвинутые, поехавшие. Я по-другому не могу сказать, потому что когда люди не то что не помнят 45-й год, они не помнят кризисы в середине 70-х, они не помнят, я имею в виду Карибский кризис, они вообще этого не помнят. И они говорят, беспилотниками мы обеспечим Украину, заводы у нас есть, а мы еще и ядерку будем, распространять по прибалтийских странах. Это, знаете,
Вот дважды два. Сидит человек и думает, слушайте, а вот Эстония, это же рядом с Россией, да, а Финляндия, ну совсем, вот там несколько, там 150 километров, условно говоря, от одного пункта до Петербурга. Если мы там разместим ядерное оружие, значит, мы же там быстрее ударим по России? Конечно же быстрее. Вопрос вот в чем. Глупые, не глупые. Все люди, профессионалы, военные, околовоенные, очень много политических экспертов говорят одно слово. Время подлета. Сколько нужно после нажатия кнопки ракете с такого-то пункта вылететь и достичь центра Москвы, условно, или там Питера. Сколько нужно там? 10 минут, 12 минут. За это время можно еще что-то подумать, передумать. Я вам условно говорю, да, когда счет пошел на минуты. А если с Эстонии летит ракета, о чем тут думать? Если она там через 45 секунд будет поразить цель, никто думать не будет. Можно же еще прикинуть как, что, слушайте, если вы хотите в Литве или в Эстонии, значит, на земле, под землей, выкопать шахты, разместить там ядерное оружие. Александр, я служил в советской армии, я служил в Эстонской ССР. Я служил в зенитно-ракетных войсках 2 года. Я прекрасно знаю, что такое Эстония. Что такое Эстония с точки зрения ПВО и с точки зрения ракет. Там уже есть командный пункт НАТО. Недавно Писториус выступал в одной из воинских частей, где я служил, где я маршировал по этой части. Там ее просто перекрасили, сейчас это войска НАТО. Значит, и Писториус, министр обороны, говорит, мы здесь, значит, нога немцев военных уже здесь, мы вот отсюда будем руководить войной, военными событиями. Это же уже делается, это уже происходит. Никто не останавливается в эскалации конфликта, и в том числе я 5-й раз говорю о ядерке. То есть никто не боится. В Финляндии, ну возьмем Финляндию, там же реклама есть, да, вот они строят бункеры, они десятки бункеров в Финляндии строятся. Там показано помещение, где туалеты, где вот это. То есть через телевидение, через средства массовой информации людей в Финляндии, в прибалтийских странах, в Европе им объясняют, слушайте, ядерная война – это не такая страшная. Ну, вот мы уже подготовили все, вы туда, вот помните, говорит, ковид? Да, вот помните, вы сидели в домах. Вот ровно такая же ситуация. Мы вас посадим в эти бункеры, вы там будете попивать водичку, у вас лекарства, все хорошо. Через там недельку, вторую, вы выйдете, значит, на воздух, ядерная война закончится, и будем жить, как и жили, как и прежде. Это же делается, это происходит, на это тратятся деньги. Поэтому, еще раз говорю, это выжившие с ума люди, которые они толкают европейцев, прежде всего, в ядерное противостояние с Россией, с россиянами. Людей простых готовят к ядерной войне. Угу. Если говорить о войне не ядерной, а фронтах в Украине, смотрите, сейчас такие, конечно, новости идут. Еще раз, Украина забивает баки, мы новостей с фронта не видим. У нас поменялся главком украинский, Дропатый теперь. И то, что мы слышим, это, мобилизацию будут ужесточать, об этом Зеленский сам говорит. В общем, единство нужно для чего? Для того, чтобы еще больше людей отправить на фронт. Понятно, что этих людей, о которых мы с вами говорим, в общем, будут использовать по назначению, так сказать. Это единственный ресурс или то, что может мобилизация, то, что может продать, в кавычках, продать Западу Зеленский. Окей, но мы видим, что идет и технологическая большая гонка. Мы видим, что эта гонка, она в том числе, уже такая, которая зацепила и Китай, и Иран, и Северную Корею. Всех вспоминает Зеленский в своем интервью. И Европу, и дроны, и перехватчики, и это все. Это все одна история. А ситуация непосредственно на территории, на земле, она другая. Фронт, вот смотрите, неделя-две с момента вот этих всех перестановок. Так украинская же армия наступает. Зеленскому задают вопрос, а что там Крым? Он говорит, нет, мы там боимся положить много жизней. И так посмеивается на Fox News, у него там интервью. Да. То есть то, что Крым лупят без перестанку этими дронами, но операцию он,
вуалируют, не будет операции в Крым. Так а что мы имеем на земле? Да, да. Славянскую ТЭС уничтожили трубу 250-метровую вот эту. То есть ее не будет, славянской ТЭС. То есть конкретно в Константиновке, конкретно вот на этих территориях, которые там очерчены Путиным как буферная зона. То есть мы давно уже потеряли ориентир фронта. Ну, то есть все, что делается, это делается, чтобы на фронте было легче. А как-то фронт живет своей жизнью. А политически есть ориентир или нет? Вот. Значит, Дмитрий Медведев четко определил, жестко сказал, что никакой мобилизации в России не будет. Дмитрий Медведев – это человек, замсекретаря СНБО, но именно он говорит о мобилизации, он говорит о цифрах, периодически он рассказывает, сколько людей контрактом заключили, там больше, меньше. В общем, он человек, который, значит, в теме. И вот Дмитрий Медведев говорит: слушайте, вас накачивают россиян, вас накачивают Зеленский и другие, что после выборов обязательно будет мобилизация. Нет, мобилизация не будет. Точка. Теперь Зеленский. Вот он накачивает российское общество, что вот будет мобилизация, а теперь вернемся, как вы говорите, а что вот на Украине, что, собственно говоря, на фронте. И начнем не просто вот Драпатой и Хмара. Вы назвали, значит, исполняющие обязанности министра обороны, обратил на это внимание, что он военный, он никаких, значит, погонов себя не снимал. А это назначенец конкретно Зеленский сказал, будет он. И Драпатой это конкретно Зеленский сказал. А якобы, со слов Зеленского, между Сырским, бывшим главкомом, и Федоровым, бывшим министром обороны, был конфликт. Я о конфликте не слышал. Мог быть конфликт, но я не видел в прессе. Мало того, Федоров, который, если мне не изменяет память, то ли 6, то ли 9 января этого года получил должность. Он полгода взял на себя инициативу и сказал: я проведу реформу армии. Ключевой реформой будет реформа ТЦК. Вот, скажем, у простых украинцев в голове реформа армии и ТЦК. Что сделал Федоров? Ничего. Никакой реформы армии не было. Никакой реформы даже близко ТЦК не было. Да, Федорову вешают медаль за то, что именно при нем вот это вот новые удары вглубь территории через беспилотники, это ему говорят: ура, ура, молодец. Он деньги взял, деньги дал. Насчет денег еще будут разбираться. Там уже пошло очень много статей, что это конкуренция была между фирмами, которые лоббировал, значит, Федоров, и фирмами, которые занимаются беспилотниками, которые работают на Зеленского. Я пока об этом не хочу говорить. Я хочу о главном. Итак, Федорова сняли. Даже вот эти картонщики, которые выходили и выходят еще до сих пор, правда, редко уже, но они задают вопрос Зеленскому: а за что же ты снял Федорова? То есть в чем Федоров-то виноват? Ну вот, а скажи, Федоров там не провел реформу ТЦК, Федоров не провел реформу армии. Ну как бы раз, два, три, простыми словами. Зеленский же этого не говорит. Он рассказывает о якобы конфликте между Сырским и Федором. О чем, Володя, Владимир Александрович, что ты, какую чушь ты несешь? Ты поставил и Федорова министром обороны, и Сырского. Это твои люди. О каком конфликте? Если среди них был конфликт, так ты виноват. Ты же арбит. Ну, это простыми словами. Простите, уже я не могу без эмоций. Далее. Мобилизация. А так что там с реформой ТЦК? Где там реформа ТЦК? Нету. Есть одно слово. Мы должны увеличить количество людей, отправить их на фронт. Какими методами? Только такими, как были. Я читаю, вот это омбудсмен есть, Решетилова, по-моему, на Украине, женщина. Она говорит, военная омбудсмен, она говорит: вы знаете, мы, наверное, будем ужесточать, значит, призыв вот этих ухилянтов. Что мы будем делать? Она говорит: мы подготовили изменения в закон, в котором будет написано, чтобы, значит, государство имело право блокировать счета вот этих ухилянтов, карточки блокировать, чтобы им денежку... В общем, выкурить их, нужно их как-то выкурить из квартиры, из домов. На фронт всех, на фронт. Вот где правда семяжная. Семяжная правда в том, что Зеленский, проводя у себя незаконную мобилизацию,
да, через давление, через репрессии, да, через поножовщину, да, потому что протесты есть. Зеленский сказал: я буду усиливать мобилизацию. И Федорова я снял именно потому, что очень много информации было негативной. Я вот Федорова снял, знаете, как это, цап відбувайло, или козел отпущения по-простому. Вот я его отправил, значит, это не моя проблема. Вот что сделал Зеленский. Критикуя и якобы пугая россиян о том, что в России будет мобилизация, он сам своими руками делает, усиливает мобилизацию или, как мы говорим, русификацию украинцев на фронт, на фронт, на фронт. И фронт. Вы очень четко сказали, а собственно говоря, фронт, что там вообще происходит реально? Реально, я читаю там новость. В Сумской области была объявлена эвакуация, насильственная эвакуация из таких-то населенных пунктов. То есть украинцев выселяют. В Харьковской области, в Днепропетровской области, в некоторых районах объявляется насильственная, значит, эвакуация людей. Украинская власть дает автобусы, значит, детей, стариков вывозят из этих сел уже дальше вглубь территории. Зачем проводится насильственная эвакуация? Не потому ли, что российская армия приближается? Не потому ли, что угроза для жизни этих людей? Конечно же потому. Вот если я, отвечая на ваш вопрос, пытаюсь передать психологию простых людей, вот простые люди должны переселиться, простые люди должны выехать. А как вам заявление? Да, господи, этот Кулеба, бывший министр иностранных дел, он какой-то, ну, він якоїсь білини об'ївся чи що, ну, несет же такую чушь. Но в этой чуши, я вот слушаю его, он говорит, у нас, значит, нам будет плохо. Я говорю, я призываю всех людей выехать либо на запад Украины, либо выехать за рубеж, потому что зима, ну, зима близко. Интересная вещь, говорит Кулеба. А как же людям выехать? Ну, как выехать людям, если их не пускают? Понимаете? Не только Кулеба говорит о том, что усиливается мобилизация. Мы видим, что происходит именно в тех городах, где прямо фронт. Зеленский уперся, говорит, нет, я не выведу войска. В Краматорске, значит, мы остоим Краматорск, мы остоим Славянск. Зеленский строит новую линию обороны. Там же Краматорск – это еще не конец Донецкой области, там еще есть территория. Вот он там хочет выстроить новую линию обороны, готовиться дальше к боям. Зачем Зеленский уперся? Как вы сказали, ну что там, ну, Славянские, значит, трубу выстрелили или еще что. Ну, что, собственно говоря, происходит на земле? Фронт не стоит, фронт дышит. Я не хочу, там, я не военный эксперт, не хочу говорить, там, серая зона, такая зона. Есть очень много, кстати, и в России, и на Украине есть военные эксперты, которые достаточно объективно описывают ситуацию именно на фронте, да. Вот. Но каждый там раз в неделю, раз в 2 недели я читаю информацию. Российская армия освободила такой-то населенный пункт. Украина говорит, мы либо молчим, либо не пишем мне об этом. Но карты, вот эти карты, да, которые я вижу, они потихонечку двигаются. Потихонечку. Почему так потихонечку? Если бы я вам передал настроение россиян, некоторых, особенно вот такого патриотического толка, политических экспертов, политиков, они все здесь, ну, условно говоря, требуют от власти, а давайте мы там ударим, давайте быстрее, давайте вот это, давайте. То есть есть некоторая часть россиян, которые гонят Владимира Путина, Герасимова, начальника Генштаба, давайте быстрее. А Верховный главнокомандующий не спешит, а руководитель Генштаба не спешит, они делают свою работу шаг за шагом. Это означает, что нету в головах у руководителей России проводить мобилизацию. Потому что если бы они поставили, сказали бы марш на Киев, конечно, тогда бы была мобилизация, тогда бы денег больше тратилось. Россия очень внимательно следит за всеми событиями, которые происходят в Иране, за всеми событиями, которые происходят в других странах, соседях. Россия не спешит по одной простой причине. Потому что если идет дальше вопрос эскалации, Россия готовится к эскалации против Европы, против стран НАТО. Никакого
прорывного решения, я, по крайней мере, не слышал от заявлений российских политиков, чтобы было сказано, да, мы сейчас, значит, освободим Днепропетровск или там нападем на Одессу. То есть, понимаете, такого нету. Это бред Зеленского, который говорит, вот мы не устоим, Россия за зиму захватит нас, а весной пойдет на Европу. Ну, смотрите, тут же как бы по поводу Одессы утюжат страшно Одессу. Сегодня 2 прилета по объектам в порту. У Гончаренко, депутата Гончаренко, он там в Одессе, Да. говорит, вообще страшная информация. Судно, значит, грузовое сейчас дрейфует, внимание, дрейфует в сторону Крыма. Непонятно, что там и как. Оно было атаковано, это судно, и вот туда как бы двигается с грузом, в общем-то, туда. Понимаете, это абсолютная какая-то интересная история. То есть суда атакуются раз за разом. Вот это судно, которое потопили, там экологическая катастрофа, потому что там было топливо, ну, какие-то, горючка какая-то. И это все выливается, а это же надо как-то на расстоянии от берега исследовать, а как ты исследуешь, если все под ударом. В общем, значит, складывается вокруг вот этого юга достаточно тяжелая ситуация. Рейтерс позавчера писал о воздушном перемирии. Я так понимаю, что когда Зеленский окутывает эту фразу после встречи с Трампом, нужно активизировать дипломатию, это об этом. Ну, то есть, получается, Россия опять, ну, как предлагают новый а-ля зерновой коридор, типа давайте воздушное перемирие по тылам сделаем, давайте сделаем какое-то перемирие по объектам, мол, смотрите, как мы тоже попадаем, у вас миллиардные у Wildberries эти ущербы, да и НПЗ еще тоже там тлеют, так что, смотрите, вам тоже выгодно. То есть мы с вами имеем дело на самом деле, вот правда, я, с одной стороны, что в России, что в Украине больше, там просто какие-то вообще безумцы, ну, безумцев хватает и в России, все говорят о какой-то священной войне. Ну, даже, хорошо. Экзистенциальной. Нет, священной. Ну, простите, когда Госдума уходит на каникулы, встает этот Володин за трибуной и давай 5 раз «Россия, Путин, победа». Ну, это уже просто, ну, как бы, это все тоже по Булгакову. В Украине своих хватает тоже таких же. Штиллермана раз за разом выпускают, и он лупит по Москве, показывает какие-то баллистические ракеты. Все, уезжайте, россияне, бросайте. Саш, смотрите, знаете, вот 2 примера. Вы сказали по поводу Одессы, что там практически заблокирован заход кораблей, особенно там и сухогрузы, и топливо, заблокировали, да? Ведь до этого, когда ВСУ лупили по Азовскому морю, да, и хвастались, вот мы столько-то потопили, столько-то подорвали, столько-то, столько-то, столько-то. Ну, удары по Каспию мы уже говорили, да? То есть, знаете, война, она вот чем, ну, не то что интересно, это 2 стороны. Как только одна сторона продемонстрировала какое-то технологическое преимущество, атакует, через какое-то время, месяц, 1,5-2, другая сторона научилась этому, начинает контратаковать или нападать, атаковать помощнее. Что по Одессе? И не только по Одессе. Да, через Одессу заходят много товаров на Украину, но и Украина экспортирует. Экспортирует зерно, зерновые изделия, металлургию. Вот. И я слышу голоса, значит, от Зеленского, вот видите, заблокировали, мы не можем торговать. Сибига начинает плакать о том, что скоро будет голод по всей Африке, а Украина торгует зерном. Это все бред. Сибіга сам бредовий. Ну, послушайте, ну, Вуйко з Тернополя, де ви там бачили якихось розумних людей? Ну, вот этот человек, который предотвратил одним телефонным звонком украино-иранскую войну. Это лидер современности. Это какой дипломатический кульбит он сделал? А вы так можете нашего Сибига. Я вот так, потому что слышу этот бред и вижу вот это вранье на пустом месте, которое вот... И второе, ближе к людям. Проходит обмен телами. Ну, почти ежемесячно, это слава богу, что проходит обмен телами и проходит обмен пленными. Вот крайний раз или последний раз был обмен телами. Я читаю украинские СМИ, или Зеленский, или кто-то говорит, мы получили, значит,
520 тел наших героев. Вот мы там, значит, матери захоронят. Ну, хорошо. А дальше точка. А почему точка? Потому что следующее предложение должно начинаться. А отдали России 19 тел россиян. То есть 500 с чем-то Украина получила, отдала 19. И эта статистика, то там в предыдущий раз, там около 600, отдали 30. Еще, если суммировать, да, вот люди на Украине должны это знать. Может быть и знают, но если некоторые не знают, более 20 тысяч тел, остатков тел Россия за последнее время передала Украине. И около 600 с чем-то тел, значит, Украина передала России. То есть 15 раз. Что значит 15 раз за последние 1,5 года Украина получила тел больше, чем передала? Да потому что Россия атакует, Россия забирает свое. И там уже люди, убитые россияне, значит, обходятся с ними нормально, как по гуманитарным законам, передают Украине. Пожалуйста, идентифицируйте, значит, и похороните. Я читаю Лубенца. Есть вот омбудсмен Лубенец, да, который говорит, который криком кричит. К нему есть претензии, но он тоже человек, который занимается обменом. И он говорит, вот смотрите, что в ТЦК творится. Посмотрите, это неправильно, это незаконно. Но даже он не рассуждает и не доводит правду для украинцев, что, смотрите, по обмену телами за последнее время мы получили значит, около 20 тел, остатков тел наших, значит, воинов, а передали России 600 воинов. Мы проигрываем. Вот как закольцовывалась бы эта фраза, если можно говорить об объективности. И третье. Значит, Украина экспортирует металлургию. В Запорожье работает металлургический комбинат, в Днепре работает металлургический комбинат. Все знают Кривой Рубок. Металлургические комбинаты работают по всей Украине. Собирается металлолома сейчас много. Цена на него, кстати, выросла. Это отдельный бизнес. И делает Пинчук свои трубы, продает в Соединенных Штатах. Короче, олигархи как жили, так и живут. Не просто так. Вы упомянули вот эту журналиста Соединенных Штатов Америки, которая вот брала интервью у Зеленского, сейчас у Хмары, ездит по Украине. Я читаю украинские источники, что олигарх Ахметов выделил $3 миллиона на ее приезд, на то, чтобы она вот рекламировала, скажем, его идеи, плюс я не знаю, зачем это Ренату Леонидовичу нужно, но этот же источник пишет, что Яценюка тоже начал финансировать Ахметов. То есть это украинские дела. Так вот, у Ахметова металлургический комбинат работает, Пинчука металлургический комбинат работает, у других работает, и они продают свою продукцию, продают на экспорт, экспортируют. Если через Одесский порт нельзя, значит, они недовольны. Они говорят Зеленскому, иди что-то шевелись, да говорят Сапиге, кричи там на весь мир. Вопрос вот в чем. Когда вы говорите о странностях войны, о странностях поведения руководителей России, руководителей Украины, заявлений, у них такой вопрос. Я не кровожадный. У меня вот вопрос, он на поверхности. Вот смотрите, ВСУ бьют маркетплейсы в России. Российская армия выбивает бензин, выбивает заправки. Фактически вот с Харькова к Полтаве, если едешь, там уже не работает ни одна заправка. То есть удары точные, точечные наносятся. А металлургические комбинаты стоят, работают. Работают же. Никто их не трогает. Это что? Это красные линии, либо какие-то договоренности. Я не намекаю, я не хочу конспирологические какие-то... Просто мы зацепились за Одессу. Порты не работают. Кто недоволен? Недовольные люди, которые торгуют пшеницей, недовольны люди, которые, очевидно, через завоз получают не только продукты, а и то, что называется продукция двойного назначения. И третье, олигархи не могут экспортировать свою продукцию. Беда прям. Так эта беда касается кого? Простых украинцев? Или вот 3-4 олигархов, которые и так управляли Украиной, и сейчас продолжают на нее влиять? Какой вы прогноз дадите по переговорному треку? Важная
такая вот точка нашей сегодняшней встречи, потому что вот мы начинали с Виткофа и Кушнера, уже, конечно, оскомину набило, но тем не менее, так а других нет. Ну, нет. Получается, что, ну, там, вышел Токаев, говорит, давайте заканчивать. То есть Да, замораживать. мы видим важные сигналы. Вместе с этим Украина брыкается. Но вот начинают хулить, кстати, Токаева. Причем как украинские ультрапатриоты, российские. Но по сути он же ровно то же самое говорит, что Лукашенко. Ну вот, один в один. Вы правы, вы правы. А Лукашенко, там, если верить Рейтерс информации, то офис президента попросил Генпрокуратуру дело завести на Лукашенко за 22 год. А Мединского, это, кстати, мало кто обратил внимание, потому что там всем плевать. Европа внесла персональные санкции. Мединского. Еще раз. Токаев говорит, давай Стамбул-2. Мединский под санкциями. Почему под санкциями? Как вообще европейские персональные санкции возникают? Да понятно как. Украинская сторона подает, да, то есть да. это Украина ввела европейские санкции против Мединского. По-разному, я не хочу там обсуждать Мединского с вами, но это глава переговорной группы. Так и есть. Ну, то есть Стамбула-2, к которому просит, выражая интересы определенной части элит Запада, Токаев о том, что давайте заканчивать. Короче, Токаев повозмущался, открыли отгрузку по этому КТК через Новороссийск. Да, ну, нормально. Да. Сейчас вот повозмущаются, там неизвестно, что через Украину откроют, не откроют, понимаете? То есть мы с вами... куда движемся в плане переговоров? Когда я зацепил тему металлургических комбинатов украинских олигархов, когда мы говорим о казахстанской нефти, хотя это не совсем казахстанская нефть, это торговля, это влияние игроков, которые говорят о себе и за себя. Да? Мы это должны понимать, что война, которая сейчас идет на территории Украины, между собой воюют капиталисты. Это, слушайте, самое большое заблуждение о том, что Россию сравнивают с Советским Союзом. Да это невозможно. Или сейчас СВО сравнивают с Великой Отечественной войной. Слушайте, тогда была совершенно другая идеология. Тогда идеология была она совершенно другая. Деньги на это тратили. Сейчас в России руководители, Россия это капиталистическое государство, страна. Здесь тоже все считают. Все считают в Соединенных Штатах Америки. Все считают в странах Европейского Союза. И, к сожалению, на ваш вопрос, Александр, как я это вижу, как я прогнозирую ближайшие события, я пессимистически настроен на то, что называется мирные переговоры или мирный трек. Я не вижу реального настроения ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Европейском Союзе в первую очередь, ну и Великобритании. Я не вижу этого настроения. Особенно выделю Британию и Европейский Союз, которые и санкции вводят, которые вы сказали. Мы же помним, как в мае месяце по Европе шел шум. А давайте мы выработаем переговорную позицию с Россией, давайте мы определимся, кто будет говорить, один голос или три. Они забрались между собой. То там Евротройка, Франция, Германия, Британия, говорит, мы будем говорить. Европейский Союз сказал, чиновники, да, это мы должны говорить. Финны с прибалтами, поляками говорят, а где наш голос? Они переругались между собой, а это переругивание означает одно. Нету воли у Европы вести переговоры с Россией. Нету. И Европа на сегодняшний день подзуживает, дает деньги. Есть у них политическая воля для продолжения войны, для продолжения военного конфликта. Соединенные Штаты Америки не готовы. Я уже говорил о том, что нету звонков, нету встреч, нету подготовки к встречам, вот как в Анкоридже было в прошлом году. Была же встреча, мы помним с вами, между Путиным и Трампом. Сейчас об этом уже и о духе не говорят, не то о встрече. Поэтому я вижу, что Европа готовится к войне, я вижу, что Россия готовится к обороне, я вижу, что Соединенные Штаты Америки занимаются с Ираном, пока им не до переговоров, поэтому, к сожалению, мой прогноз пока на ближайшее время пессимистичен, война будет продолжаться. Ну, прогноз, конечно, так себе. Так себе. Василий Вакаров, ну какой есть, да? Ну что мы будем... Такой есть.
что мы будем здесь. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Саша. Будьте все здоровы. Друзья, берегите себя. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.